Всем привет! Давайте проясним, что происходит между Тэхёном и Чингуком. Многие продолжают игнорировать очевидное, даже если оно прямо перед ними. В социальных сетях появились разные идеи, некоторые из них правдивы, другие – просто выдумки. Однако, если внимательно взглянуть на факты, то мы увидим явные признаки, подтверждающие то, что многие уже знают: у Чингука и Тэхёна особая и сильная связь. Например, в интервью 2023 года, когда Чимин разговаривал с Намджуном, он четко заявил, что он свободен и не влюблен. Это было не половинчатое заявление, а прямое заявление. Недавно, во время прямого эфира перед Чингуком, Чимин повторил то же самое, что он все еще ждет своего человека. Это объясняет, почему он тогда пел «Ху». Дело было не в его особых чувствах к Чингуку, а в том, что песня выражала его чувство того, что он не нашел того, кто ему действительно подходит. Однако многие люди интерпретировали ситуацию по-разному, как будто между Чимином и Чингуком происходит что-то романтическое. Это не обосновано, так как сам Чимин ясно дал понять, он не влюблен и все еще ждет кого-то, с кем сможет по-настоящему соединиться. Не все, что происходит между участниками группы, романтично, иногда это просто дружба и знакомство. Однако отношения Чингука и Тэхёна отличаются, их отношения постоянны, близкие и полны деталей, которые часто остаются незамеченными, но говорят сами за себя. За эти годы они продемонстрировали особую связь, которая выходит за рамки того, что обычно видят между коллегами или друзьями. Будь то интервью, презентации или даже социальные сети, ясно, что их связывает что-то более глубокое. В последнее время мы увидели несколько признаков, указывающих на прочность их отношений. Одним из самых обсуждаемых является новая фотография профиля, которую Чингук выбрал для своего личного аккаунта в Instagram. Изображение связано с чем-то значимым для них обоих. Кроме того, было замечено, что Тэхён поддерживает очень отличительный стиль в одежде, этот стиль часто приписывают вкусу Чингука. Многие фанаты со временем заметили, как они представляют себя в этих мелких деталях. И давайте не забывать, что произошло в последней прямой трансляции. Чингук, похоже, использует аккаунт Тэхёна в Instagram на своем телефоне, примечательный жест. Это демонстрирует глубокий уровень взаимного доверия между ними, что редкость. Подобные жесты показывают, что их связывает нечто большее, чем просто дружба. Они делятся интимными моментами, решениями и личным пространством. Примечательно, что они никогда не пытаются скрыть эти жесты, это не что-то вынужденное или показное для фанатов. Они делают это естественно, без объяснений, как будто это часть их повседневной жизни. Именно это заставляет многих верить в подлинность их отношений. Правда, некоторые предпочитают отрицать эту реальность или искажать смысл увиденного, но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что отношения Чингука и Тэхёна – это больше, чем просто дружба. Это отношения, основанные на поддержке, доверии и взаимной привязанности, которые они демонстрировали на протяжении многих лет. Даже когда они в разлуке, они остаются связанными по-разному, используют схожие ссылки в социальных сетях, разделяют схожие интересы и естественно реагируют на жесты друг друга. Они построили связь, которая остается крепкой, независимо от того, что говорят или интерпретируют другие. Любовь не всегда нужно объяснять словами, иногда ее просто нужно пережить. Вот что происходит, когда Тэхён и Чингук встречаются лично. Они не говорят о любви напрямую, но все, что они делают, так много значит. Это видно по каждому жесту, каждому взгляду, каждой маленькой улыбке, которой они обмениваются. Тэгуку не нужны пафосные речи, они общаются посредством связи, которая выходит за рамки слов. В тот день Тэхён был в красном, словно он был водой, ищущей тепла огня. Чингук накрасил ногти синим лаком, словно он был огнем, ищущим прохлады воды. Вместе они были как две половинки, которые дополняют друг друга, которые нуждались друг в друге. В этот момент Тэхён так естественно коснулся щеки Чингука, словно они знали друг друга досконально. Они смеялись, как дети, беззаботно, с радостью проводя время вместе. Они играли и шутили, словно весь мир не видел их, но весь мир наблюдал за ними. И хотя они ничего не говорили прямо о своих отношениях, мы все это чувствовали.
Этот день был особенным, словно время остановилось только для них. Они делились частичкой своего личного мира со всеми, и этот жест был сильнее любого публичного заявления. Они демонстрировали чистую и искреннюю любовь, которую не нужно было кричать, чтобы признать. Это был безмолвный язык, понятный только тем, кто по-настоящему любил друг друга. Во время трансляции Чингук непринужденно подошел к Тэхёну, словно тот был в его любимом месте. Он прикасался к нему с нежностью, с уважением, как человек, знающий каждый уголок души друг друга. Их близость не была вынужденной, она просто текла естественно, словно была частью их повседневной жизни. И хотя они бесчисленное количество раз пытались разлучить их, хотя некоторые все еще не принимали их такими, какие они есть, они приняли решение. Решение быть вместе, поддерживать друг друга, разделить этот момент и показать его миру без страха. Потому что даже если кто-то видит в этом игру, тот, кто внимателен, знает, что есть что-то более глубокое. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что между ними, достаточно увидеть, как они ищут друг друга, даже молча. Тэхёну и Чингуку не нужно выражать свою любовь словами, они делают это поступками. И для многих этого более чем достаточно. То, как они вместе, заботясь и поддерживая друг друга, говорит само за себя. Дело не в преувеличении или воображении, дело в том, чтобы присмотреться. Заметить, как Чингук успокаивается рядом с Тэхёном, или как Тэхён по-другому улыбается, когда видит Чингука. Это мелочи, но они имеют огромную силу. Это отношения, построенные временем, любовью и уважением. Отношения, которые они решили сохранить, несмотря на комментарии, внешние решения и препятствия. Хотя они никогда этого не говорят каждый раз, когда мы видим их, каждый раз, когда они делятся друг с другом моментами на камеру или вне ее, они открывают самую очевидную истину – они любят друг друга. Их историю не нужно объяснять, ее нужно просто прожить. И хотя некоторые люди до сих пор не понимают ее, это не меняет их чувств. Во многих видео с Тэхёном и Чингуком, где они вместе, что-то сразу чувствуется, пусть даже и невысказанное. Как будто их всегда связывает особая энергия. Иногда достаточно одного взгляда, движений или реакции друг на друга, чтобы понять, их отношения – это больше, чем просто дружба. Между ними такая сильная связь, что им, кажется, не нужно говорить, чтобы понять друг друга. Сколько бы людей не было вокруг и сколько бы камер не снимали, они всегда чувствуют себя в своем собственном пространстве, словно мир стал меньше и остались только они вдвоем. Когда один делает шаг, другой следует за ним без колебаний. Когда один протягивает руку, другой готов ее принять. Они не делают это так, словно им нужно обдумывать каждое движение, они делают это потому, что это для них естественно.